Лед тронулся, господа присяжные заседатели, и зима уже начинает вступать в свои права. Несмотря на то, что сейчас еще октябрь месяц, уже ночью заморозки до минус 5-6 градусов. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и вы смотрите канал Лесной Строитель. Как вы уже многие знаете, я занимаюсь строительством лесного гостевого домика. Опыта строительного у меня как такового нет. Цель этих видео, этой серии видео, да, то есть понять, насколько человек, такой как я, то есть среднестатистический мужчина, может построить какой-то вот такой вот домик, да, на своем, например, дачном участке, предположим, либо где-то еще. И будем вместе с вами, давайте учиться на моих ошибках. Лучше учиться на чужих ошибках, правильно, чем на своих. Ну, а я постараюсь, в свою очередь, как можно дольше, как можно больше, как можно лучше объяснять вам все нюансы специфики, да, вот этой вот строительной работы каркасного домика размерами 6 на 3. В общем, садитесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра. Стена делается максимально просто и, как оказалось, вообще очень быстро. Самая сложность будет в том, чтобы ее поднять. Вообще не знаю, смогу ли я ее поднять один, а если даже я ее подниму, то смогу ли я как-то ее зафиксировать. Это, конечно, тот еще нюанс. Ну, как-то попробую это сделать. Здесь по тому же принципу, как и с полами, сделал вот такую вот, как назвать-то, лекало, короче говоря, то есть распорная планка. По ней выставляю. Ну, видите, уперлась она, по ней выставляю и забиваю. То есть это деревяшка у меня длиной 59 сантиметров, как раз по ширине утеплителя. Утеплитель идет шириной 60 сантиметров, чтобы он поплотнее вставал. Прибил, пошел дальше. Опять сюда поставил, прижал следующую планку и также ее заколачиваю. Хотя по одному саморезу вгоню в каждую доску снизу и сверху. И, конечно, вот эти вот места нужно углубить на толщину этой доски укосины.
самое интересное, как поднять всю эту конструкцию, честно говоря, я не знаю. Попробую сейчас, во-первых, сразу прикрутить крепеж сюда, да, то есть когда я конструкцию, ну если я ее подниму, чтобы я сразу наживиться хотя бы мог наживить, и чтобы хоть как-то она держалась, да. С одной стороны косой угол такой вот, и с той стороны то же самое. Как вы видите, здесь наживлена доска у меня 150 на 50. Она служила упором, чтобы когда я забивал гвозди, не уезжал каркас стены. То есть, видите, упор здесь. То есть это я сейчас тоже убираю. Но это я уберу, а здесь, соответственно, тоже нужно будет сделать какой-то упор, чтобы стена не упала, не дай бог, туда, потому что потом это вообще ее будет не поднять. Поднимаю еще, насколько это возможно, вот так по чуть-чуть. То есть то один край, то второй, то один, то второй. Есть! Твою мать, а? Вот как-то так. Я очень прям в восторге от того, что самому получилось поднять эту стену. Когда я ее собирал, ну, это казалось чем-то неприподъемным. Есть. После выхода прошлого ролика о поездке в каменный дом в моем телеграм-канале люди стали спрашивать, что это за интересный такой нож у меня был, которым я пользовался на протяжении всего видео. Им я резал гидроизоляцию крыши, когда устанавливал дымоход. Им же я резал утеплитель. Да, неприятный звук пенопласта, кстати, тоже оставил след в комментариях под прошлым видеороликом. Но не об этом речь. А кусачками, которые есть в ножнах, я перекусывал непонятные куски проволоки, торчащие из бетонных стен. А также данный нож мы использовали, когда резали мясо за ужином. Так что же это за нож такой? Давайте остановимся на нем поподробнее. Да, теперь у меня есть классный необычный нож Кампа. Кампа — это многопрофильное предприятие, которое не только изготавливает ножи, но и занимается приборостроением, судостроением, изготавливает оборудование для водолазов и даже космонавтов. Клинок сделан из высокоуглеродистой стали с нанесением нанокомпозитного антибликового покрытия на основе титана. Добавим к этому очень удобную рукоять из термоэластопласта. И вот получается неубиваемый нож Кампа. Он способен выдерживать нагрузку до 150 кг.
прямо как вес моей стены. А прямо на ножнах расположена пластина с алмазным напылением для правки ножа. Есть даже мощные кусачки, которыми можно перекусывать без труда не только проволоку, но и даже мощные гвозди. Линия моли, ремень на бедро, навершие ножа в виде стеклобоя, многофункциональные ножны, набедренный ремень и темляк. Если ты тоже хочешь нож, который режет, перекусывает, разрубает, то переходи по ссылке в описании. Да, с таким ножом я точно не буду бояться диких животных. Кстати, дорогие друзья, я совсем забыл сказать, как и в прошлом году, в этом году проходит голосование по выбору лучшего DIY-блогера. На сайте DIY-блогер всеинструменты.ру вы можете выбрать понравившегося вам блогера и проголосовать за него. Но в этом году участвует мой очень хороший приятель, соратник и, скажем так, тоже строитель землянок и прочих укрытий. Илья Колчин с канала Тайные Тропы. Если вдруг вы не определились, за кого голосовать, то будет очень здорово, если мы все вместе с вами поддержим Илью и проголосуем за него в этом году. И, дай бог, общими силами поможем ему выиграть. Поэтому давайте заходите на сайт и голосуйте за Илюху. Окно будет по центру, то есть здесь в дальнейшем будет кухонная зона. И я хотел бы любоваться лесом, то есть вот, чтобы я мог подойти, что-то там готовить, например, да, и смотреть на природу. Так что вот здесь где-нибудь окошко пиндюрим, извиняюсь, поставим, установим. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь бьем так же, как и ранее, да, по 60, ну, по 59 сантиметров. А уже по центру все будет несколько иначе. Тоже нюанс такой, не забывайте, что это не конечная высота. По боковым стенам высота будет выше, с перепадом. То есть она будет в конце 2,10, а спереди 2,80. Просто мне так удобнее собирать. Сразу все двухметровые стены возвести и уже потом возводить.
чуть-чуть уже осталось, и все. Прикольно. Не такой уж и маленький размерчик получается. А еще нужно учесть, что крыша будет выше спереди. То есть она здесь, вот, ну, выше меня, да. И плюс еще здесь еще один брус пойдет, потом еще на 5 сантиметров она выше станет. А спереди будет вообще ништяк просто. Ну, а потом в следующем году, уже по весне, было бы здорово сделать здесь веранду. Класс. Вообще шикарно. Я смотрю вот на вас, и прям мне очень нравится. Есть контакт. Опа. Опа. Это было тяжело. Поверьте мне на слово. Короче говоря, планы на сегодня добить эту стену. Представляете, вот эта вот балка, которая лежит, да, 150 на 150 брус, длиной 4 с копейками. Каким-то образом придется установить его, и причем придется устанавливать одному. Дело в том, что помощник, которого я хотел сегодня, скажем так, выцепить да выдернуть, приехать не сможет. Не знаю, получится это или нет, как-то установить. Все-таки, блин, высота-то 2,70 где-то. Это вот, ну, я не знаю. Ну, попробовать в любом случае надо. А что из этого выйдет, совсем скоро мы с вами вместе узнаем. Поэтому давайте продолжим собирать стены. Точнее, последнюю стену.
То есть эта часть дома закрыта будет. С той стороны ровно такая же часть дома тоже будет закрыта. А посередине будут установлены панорамные окна. Единственное, я пока не решил полностью до верха сделать, либо, может быть, чуть пониже. Но над этим всегда можно еще подумать и поработать. Проект мой, поэтому если все рухнет, значит, я сам буду виноват. Но в целом какой-то опыт строительства в плане землянок у меня есть, и уже примерно нагрузку я понимаю, оцениваю. То есть если уж дом под землей не упал, да, не рухнул, там сколько снега зимой лежало на нем, а там вообще 6 на 6 площадь дома. Ну, я думаю, здесь тоже разберусь. Да, конечно, высоко. Просто охренеть, как высоко. Почти 2,80 получается. И как на эту высоту поднять балку, я пока вообще не понимаю, честно говоря. И вот по этой вот направляющей, со второй стороны тоже сейчас ее прибью, буду уже поднимать вот этот тяжеленный брус. Ну, сейчас сначала с этого края прибью, потом вот здесь приколочу. И все. И брус вперед поедет у меня. Брус буду немножко поднимать, прям по 20-30 сантиметров, после чего забивать гвоздь один в качестве упора, чтобы брус обратно не поехал. То есть вот сейчас я чутка его толкну, оп, и забиваю гвоздь.
контакт. Есть. Охренеть. Получилось. Есть контакт. Слушайте, ну шикарно. Смотрите, сейчас покажу. Оп. Вон камера стоит, я вас снимаю. Ну а вот такая вот высота здесь. Да и вообще все выглядит пока неплохо. Пока прям все мне очень нравится. Ну, шикарно. Это, конечно, строительство. Оно, наверное, даже чуть легче, чем дом под землей мы строили. Но тут другие нюансы. Тут вот этот вот уровень дурацкий, то есть, который нужно соблюдать, он, конечно, напрягает. То есть его постоянно надо выводить как-то. Интересный розыгрыш призов намечается, поэтому досмотрите видеоролик до конца. Ну и вот примите во внимание, что пока вот так вот здесь проходит работа. Работы много, то есть поэтому я приездами, наездами, да, заскакиваю и снимаю по целому дню работу. То есть вот сегодня с 10 до, ну еще 5 нет, наверное, да, ну до 6 здесь поработаю. Завтра то же самое и будет целое видео. Ну потом уже, когда внутри будем все делать, то, конечно, уже будут полноценные видео, как раньше, с ночевками, с готовками. Ну, пока я просто не вижу смысла здесь ночевать, ну, зачем? Крышу сделаю, и тогда уже можно будет хотя бы какую-то печку поставить и уже ночевать. Вот. Все. Блин, я прям так рад. Навожу порядок и прибиваю вот эти вот лаги крыши.
Сегодня хочу все эти балки открутить. Ну, я по одной штуке буду откручивать просто и ставить их обратно. И сделать выпилы специальные, чтобы вот эти вот, ну, как они называются, поперечные крыши, да, чтобы они легли на стены крыши аккуратно. То есть выпилы надо сделать, чтобы они прям как в пазы ставились друг в друга. И, в общем, в планах закончить с этими поперечными и сделать выносы крыши в бока на 30 сантиметров. То есть у меня вылет крыши спереди 30, сзади 25. Ну, может быть, и здесь 25, ну, плюс-минус, я так говорю. По бокам будет тоже вылет по 30 сантиметров. И, соответственно, доделать вот эти вот стены боковые, да, чтобы они были вот, ну, такие под углом. Чтобы был подпор сбоку, короче говоря, для боковой поперечины. Потому что на эту боковую поперечину ляжет нагрузка еще и вот этого выноса крыши. Ну, вы поймете, когда я это сделаю. И как я это сделаю. Ну, самое главное, что внутри сухо. И давайте замаринуем шашлык в первую очередь. Нарезаю мясо довольно-таки такими крупными кусками. Лук кольцами. Добавлю минералку. И, конечно же, специи. Все это дело перемешаю и дам настояться часов 5-6. Ну, все зависит от того, сколько я как раз здесь буду и буду работать, да. То есть, может быть, это займет 5 часов, может быть, 8 часов, не знаю. Ну, а вечером как раз вот этот мусор весь спалю, который лежит здесь около дома. Всякие деревяшки непонятные. Да, еще забыл напомнить, что чуть позже, когда я буду готовить шашлык, мы с вами разыграем очень интересный приз. Поэтому не переключайтесь и оставайтесь до конца. Режем мясо. Надо, чтобы брус, вот этот вот, да, на который ляжет крыша, чтобы он лег на стену.
Ну и чтобы у нас потом мы смогли нарастить с вами крышу, свесы сделать с боков, делаются вот такие вот пропилы глубиной по толщине вот этой доски. То есть 25 миллиметров. Потом эта доска вставят в эти пазы, ну их несколько, соответственно 6 штук прибиваются к одной поперечине, потом к поперечине, которая уже на крайней стене лежит, и вот эта поперечина уже будет свисать. То есть за счет вот этой доски и привязки к этим двум поперечным будет висеть вот это вот и держаться. А нагрузки как таковой на нее не будет, но тем не менее это сделать нужно. Ну иначе как мы сделаем свесы? Ого. Вот эта высота. Даже немножко боязно. Ну вот о чем я и говорил, то есть вот эти вот вылеты сделать, и потом сюда пришьется еще одна доска, вот такая же, как эта, да, такой же брус, и он будет свисать примерно на 30 сантиметров. То есть я здесь вымерю расстояние, 30-ку, чтобы все одинаково было. Здесь свес 30 сантиметров, здесь 30, ну или там, не знаю, 25, значит здесь 25. То есть везде у меня будет крыша иметь одинаковый свес, чтобы было все по уму и, ну, красиво. Конечно, все пока получается так себе, но с другой стороны, это мой первый опыт строительства каркасного дома, поэтому прошу вас понять и простить. Ну, естественно, если какие-то ошибки допускаю, то не забудьте написать об этом в комментариях.
были тяжелые дни. И все равно я ту сторону так и не закончил. То есть с этой стороны я свес этот сделал, а с той стороны, наверное, все-таки без камеры, спокойно, там, не знаю, на днях как-нибудь доеду, доделаю, и угол стены этот закончу уже. Хватит. Сейчас немножко погреюсь около костра и хочу вам кое-что интересное показать. Мне не так давно прислали наборы ножей. Ну, там набор ножей, шампура, фляжка, кстати говоря, есть даже, ну, для алкоголя. Ну, в общем, все, что люди берут с собой в поход по мере необходимости, исходя из их потребностей. То есть вот так вот. Ну, кто-то берет там фляжку, да, для алкоголя, кто-то не берет, как бы это уже на усмотрение каждого. В одном наборе даже, по-моему, удочка есть. Так вот, я к чему это веду, я хочу их разыграть. Я планирую устроить 3 розыгрыша, исходя из того, что набора 3. Соответственно, один розыгрыш будет здесь, в Ютубе. И вот, кстати, сегодня мы его и проведем. То есть, чей комментарий под этим видео наберет больше всего лайков, например, ну, за 2 недели, да, условно говоря, там. Короче, не до следующего видео, а до после следующего видео. Какой-то комментарий наберет много лайков, вот он, соответственно, и победит, и я ему отправлю этот набор. Отправлю я набор за свой счет, естественно, платить ничего не нужно будет. И я эту новость, естественно, буду постить в Ютубе в сообществе. Но в сообществе не такая активность большая, ну, не так много людей там почему-то. У меня еще не так давно появился телеграм-канал, то есть я предлагаю еще и там оповестить, ну, человека, кто выиграет. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить свою победу. Телеграм-канал Лесной ТГ. Ну, я сейчас ссылку оставлю, то есть вы там сидите, я здесь, значит, вот где-то вот здесь логотип будет и ссылка на канал. Здесь есть логотип Лесной Строитель, такой же, как сейчас периодически я вставляю в начале своих видеороликов. Соответственно, замок. И, буду честен, я ни разу еще их не открывал, ни свой, ни вот этот набор. Ну и, соответственно, те еще 2 я даже вообще не распаковывал. Давайте посмотрим, что же здесь есть. Разлетелось во время доставки. Во, все, вот теперь вот так красиво. Есть специальная такая вилочка для пробы, снятия пробы, да, ну или мясо переворачивать, я, честно говоря, не знаю. А шампура, кстати, смотрите, деревянный такой вот, деревянная ручка у шампуров, чтобы не обжечься. Ну вот. Да, не знаю, почему здесь все просто разлетелось, поэтому не очень красиво лежит. Давайте сейчас разложим, чтобы все было очень красиво, как и должно быть. Вот, вот так вот. Вот так вот это и должно лежать здесь было. Смотрите. Все совсем по-другому теперь заиграло другими красками. Фляжка, топорик, нож, 4 рюмки, вилка, шампура, ножны для ножа. И что это такое? Открывашка, по-моему. Ну и на всякий случай, да, просто похвалюсь, что же у меня. Сейчас аккуратненько уберу, чтобы не испачкать ни в коем случае. Подарочный ваш набор. Но у меня вот такой вот. Ого, смотрите, здесь даже удочка есть. Прям так и заставляет меня начать заняться рыбалкой, заниматься. Нож, удочка для жарки, обжаривания рыбы даже есть, вот, ну как это называется, сетка. Короче говоря, тоже все есть для того, чтобы смело прийти куда-нибудь в поход, например, да, или даже не в поход, а на дачу, предположим, приехать и там ни о чем не думать. Просто вот этот чемодан достал, и у тебя, ну, там у вас уже все есть для того, чтобы прекрасно провести свой выходной день. Кстати, закрывается вообще легко. Ну-ка. Опа! Тяжелый чемоданчик. Это первый розыгрыш. Будет еще 2. То есть у меня 3 таких чемодана, и мне все равно их нужно разыграть. Мне они не нужны. Я как бы с удовольствием поделюсь с вами.
Вкусняшка будет. Отлично. Вы не представляете, вот это вкуснятина. Ребятки, супер. Просто обалденный шашлык получился. Я давно такого не ел. Очень острый, но прям на мой вкус. То есть я всю пачку специй туда бахнул. Ой, шикарно. А вдвойне шикарней, что вот все работы, ну, кроме той стены, я завершил. Ну, ту стену я все равно приеду, как-нибудь доделаю без съемок. Потому что уже каркас понятно, как собирать. Вы уже поняли, разобрались вместе со мной, да? Какие-то ошибки мои подметили. Что-то, может быть, для себя почерпнули. Вот. Ну и, собственно говоря, я буду очень рад, если вы будете писать комментарии под видео, оставлять их с вашими советами, может быть, с указанием моих ошибок и недостатков. Ну и, как вы понимаете, да, то есть вот сюда, под эту стену, под эту часть крыши, вот с этой стороны, да, на этой стене, и с той стороны я неправильно поставил вот эти вот подпорки. Ну, видите, то есть слишком близко туда, и, ну, как бы по большому счету это смысла не имеет. То есть надо было подпорку ставить под поперечину крыши. То есть я ее переставлю. Да и хрен с ней, короче говоря, ничего не упадет, снега нет, крыши толком нет, тент, вода, все это сойдет. Нагрузки как таковой нет, поэтому бегите быстрее к холодильнику, хватит уже говорить о стройке. Давайте вместе уже вкусно поедим. А я буду есть прям шампура, как в детстве. Ой. Вкуснятина. Ну и на этом, на сегодня, в этом видео все. Теперь следующий этап работы. Крыша, утепление дома и уже отделка с внешних сторон стен. Поэтому спасибо, что провели время вместе со мной. Ставьте лайк, пишите комментарии. До скорой встречи. Пока-пока. А может быть и нет, а может быть и да. Погнали, ребята, все. Это будет тяжело, но мы это сделаем. Так, ты не шурши, давай, хватит шуршать уже. Заело. Шуршать падух. Вот и все, и тихо там, веди себя. Так, погнали.